Сегодня на моей кухне царит особая атмосфера. Я готовлю настоящий символ азербайджанского праздника – хрустящий и золотистый шоргогал. Это не просто выпечка, это десятки тончайших слоев, которые буквально тают во рту, и незабываемый аромат специй. Начнем с дрожжевого теста. В глубокую миску просеиваем килограмм муки. Всыпаем сюда 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли и пакетик быстродействующих сухих дрожжей, то есть 10 грамм, и все хорошенько перемешиваем. В центре делаем углубление и добавляем сюда 2 стакана теплой воды и 1 стакан теплого молока. Объем стакана в рецепте у меня 200 мл. Обязательно проследите, чтобы жидкость была приятной температуры, около 40 градусов. Если она будет слишком горячей, наши дрожжи просто сварятся, а в холодной не проснутся. Начинаем замешивать тесто. Вымешиваем тщательно, с любовью минут 10-15. Тесто должно вобрать в себя всю муку, стать гладким и эластичным. Друзья, если вам нравится узнавать секреты настоящей азербайджанской кухни, не забудьте подписаться на мой канал. Для меня это огромная поддержка, а для вас гарантия того, что вы не пропустите новые рецепты, проверенные временем. Не забудьте также поставить лайк этому видео. Как вы видите, тесто мягкое, эластичное и совсем чуть-чуть липнет к рукам. А теперь накрываем его и убираем в теплое место без сквозняков. Даем ему хорошенько отдохнуть и подняться. Оно должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. А пока займемся самым ароматным этапом – начинкой. К 500 граммам просеянной муки добавляем целый букет специй. 1 чайную ложку куркумы, 2 чайные ложки соли, пол чайной ложки черного перца и главные ноты нашего гогала по 1 столовой ложке аниса и фенхеля. Все тщательно перемешиваем, чтобы специи распределились равномерно. Теперь добавляем 100 граммов мягкого сливочного масла. Руками растираем все это в мелкую однородную крошку. А сейчас обжариваем нашу начинку, постоянно помешивая, пока начинка не начнет менять свой цвет и не раскроет весь сумасшедший аромат специй. Она должна получиться золотистой и рассыпчатой.
А пока наша начинка остывает, подготовим секретный ингредиент для идеального хруста – масляную пропитку. Растапливаем 1 кг сливочного масла или же качественного маргарина. Чтобы слои были не только жирными, но и ароматными, добавляем специи прямо в горячее масло. По 1 чайной ложке аниса и фенхеля, пол чайной ложки куркумы и по пол чайной ложки соли и черного перца. Все хорошенько перемешиваем. Аромат просто невероятный. Наше тесто тем временем уже подошло, хорошенько его обминаем. Делим тесто на 14 равных частей, каждая часть теста по 120 грамм. Скатываем аккуратные шарики, это наши будущие слои. А теперь посыпаем стол мукой, берем первый шарик и начинаем раскатывать его максимально тонко. А теперь, друзья, важный лайфхак. Поверхность теста, на которой мы будем работать, обязательно смазываем растительным маслом. Не используйте сливочное масло на этом этапе, с ним тесто будет капризничать и прилипать к поверхности, а нам нужна идеальная гладкость. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Аккуратно кончиками пальцев растягиваем слой от центра к краям. Тесто должно стать почти прозрачным, как тончайшая вуаль. Это и есть залог того самого легендарного хруста азербайджанского гогала. Итак, первый слой у нас уже на столе. Щедро смазываем его нашим подготовленным пряным маслом. Масло не жалейте, оно должно пропитать каждый миллиметр.
И так мы поступаем с каждым тестом, раскатываем каждую часть максимально тонко, почти до прозрачности, и аккуратно накладываем сверху на предыдущий слой, снова смазываем маслом и повторяем процесс. С каждым новым слоем наша стопка становится все внушительнее. Главное здесь аккуратность. Если тесто где-то потянулось или порвалось, не переживайте. В общей массе это будет незаметно. Главное, чтобы между слоями всегда была масляная прослойка со специями. Слой за слоем мы создаем ту самую текстуру, которая после выпечки превратится в тысячи хрустящих чешуек. Когда последний 14-й слой окажется наверху и будет смазан маслом, наше многослойное полотно готово к дальнейшему превращению. Острым ножом разрезаем тесто на длинные ленты, шириной примерно в 2 пальца. Теперь берем ленточку и начинаем сворачивать ее в рулет. Можно, конечно, сворачивать ленту до самого конца, но тогда гугал получится слишком крупным и тяжелым. Я предпочитаю более изящный вариант. Сворачиваю рулет ровно до середины. Теперь самое важное. Берем кончик теста и аккуратно подворачиваем его вниз, в самый центр. Так мы фиксируем форму, чтобы при выпечке гугал не развернулся, а рос только вверх, раскрывая свои хрустящие края. Наши рулетики готовы, и теперь мы превращаем их в настоящие гугалы. Берем каждый рулет и аккуратно пальцами делаем в центре глубокое углубление. У нас получается своего рода чашечка из множества слоев. В центр каждой заготовки выкладываем нашу ароматную обжаренную начинку. Я кладу по 2 чайные ложки. Не жалейте начинки, ведь именно она дает тот самый неповторимый вкус. Теперь самый ответственный момент. Аккуратно, но очень тщательно защипываем края сверху. Нужно собрать тесто в узелок так, чтобы начинка была надежно спрятана внутри и не убежала при выпечке. Слегка прижимаем ладонью, придавая гугалу его классическую приплюснутую форму.
Готовые заготовки выкладываем на противень, накрываем и оставляем отдохнуть примерно на 15 минут или же на полчаса. Берем 2 желтка и добавляем к ним щепотку куркумы. Тщательно перемешиваем и щедро смазываем каждую заготовку. Теперь важная деталь, которая делает гогал узнаваемым. В самом центре прямо пальцем делаем небольшое аккуратное углубление. В эту ямочку мы добавляем еще совсем чуть-чуть нашей ароматной начинки и, конечно же, посыпаем сверху тмином. Этот контраст черных зернышек на золотом фоне и есть классика азербайджанского гогала. Все готово. Отправляем наш противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку до золотистой корочки. И вот он, самый долгожданный момент. Достаем наши гогалы из духовки. Посмотрите на этот цвет. Благодаря куркуме в желтке они стали по-настоящему янтарными, словно впитали в себя все солнце Азербайджана. Весь дом наполнился густым ароматом жареных специй, аниса и топленого масла. Это запах настоящего праздника. Гогал – это воплощение домашнего уюта и мастерства. Он идеально подходит к сладкому чаю. А теперь просто послушайте. Вы слышите этот звук? Это и есть знак качества. Настоящий гогал должен быть хрупким и звонким, как тончайшее стекло. Посмотрите, как эти тонкие слои отделяются друг от друга. Тесто буквально тает в руках, а внутри та самая соленая пряная начинка, которая идеально балансирует со сливочным вкусом. Если видео было для вас полезным, поддержите меня лайком и подпиской, если вы все еще этого не сделали. Пусть в вашем доме всегда пахнет свежей выпечкой и счастьем. Приятного вам аппетита и до встречи в новых рецептах.